вам это ничем не поможет. Поэтому давайте не умалять значение никаких других предметов, но, конечно, надо пробовать. Это из того, что мы услышали, а мы, как люди грамотные, мы исследованиям верим. Кстати, исследования десятилетиями ведутся. И выясняется закономерность, что есть зависимость между тем, что с человеком в жизни происходит, тем, насколько он разбирается в этих вещах. Тут связана математика, естественно. Математика, мы это тоже видели, но не только математика, мы сегодня увидели пример, шикарно люди считали, а стратегия была выбрана не так, например. А мы же хотим научить финансовой грамотности, и в том числе, ну, Лен, извините, не карточки рассматривать, уж они их просматривают, да? И дальше. Мы хотим научить их принимать решения. Почему эта карточка, а не эта? На что обращать внимание? Как выбирать банк? А ключевых вещей всего несколько. Мы, конечно, можем 500 часов преподавать. Зачем? Вопрос, что создать определенное хотя бы понимание, может быть, и там 30 часов. Лучше, чем 0. Гораздо лучше. Факультатив не для всех, а кому интересно. Лучше, чем если этого вообще нет. Ну, единственный мой призыв, да, ну, как бы, конечно же, поскольку если экономика нормально преподается, это о том, как делать выбор. И многие вещи, которые здесь сегодня звучали, именно для того, чтобы те, кто не из экономического профиля, услышали это, да, что это не о том, как цифры сложить, да, и не о том, как посчитать, что получится, это о том понимать, что когда ты инвестируешь деньги, ты обязательно рискуешь. Как ты должен к этому подходить, что должен диверсифицировать. Должен понимать, что экономика развивается циклически, что есть, мы этого не коснулись, но есть отрасли. Иногда сумасшедший подъем, металлургию мы возьмем. Сейчас огромный спад. Все, кто инвестировали в эти акции, потеряли очень много денег за прошлый год. Но они, часть компаний вернется обратно, часть нет. А для этого нужно экономику понимать. За движением курса в акции, инвестициями стоит реальная экономика, цены на рынке, спрос и предложения. А этому, ну, финансовая грамотность в таком виде, как она написана, этому не учат. Это экономика этому учит. И поэтому рука об руку должны работать учителя экономики и математики. С моей точки зрения, математика шикарное место, и учитель математики очень адекватный учитель для того, чтобы преподавать финансовую грамотность. Если он или она дорастит в себе экономическое мышление. Поэтому мы собираемся наши усилия направить на то, чтобы помочь обучить учителей, те, которые будут готовы это преподавать, им дорастить экономическое мышление и помочь им именно интерактивно обучать экономику через примеры, а не через то, чтобы рассказывать там, понятия и определения. Все примеры, это было замечательно. Действительно, на уроке ребенку вот эти вот все примеры. Джон хочет кое-что I'll just say a couple things, debating the same thing that you're talking about right here. Что я, как я сейчас себя чувствовала, хотя я не понимала, что происходит. Точно как у себя дома, когда в Колорадо учителя начинают что-то обсуждать, он такой тоже начинается спор. We've had the same debates about the same things. У нас дебаты ровно на эту тему каждый раз. And I think, from my perspective, it's a debate between what we often call breadth, having courses in everything you think students might need to know. Мне кажется, что все это сводится к таким вещам. Между тем, насколько широко мы это преподаем, что студенты должны знать все детали про все на свете, там, все, что касается этого. Versus depth, going deeply into thinking in fewer things. И как противовес, наоборот, уход в глубину, в прояснение ключевых вещей глубинных, которые лежат за принятием решений. And I think we often argue between how far this direction or this direction to go. Where should we be? И часто мы должны как бы найти компромисс между тем, насколько широко и насколько глубоко нужно эти вопросы рассмотреть. I think there's a natural inclination, just because of the way we are, to move breadth more and more and more, because we say they need that, throw it in. We need that, throw it in. Мне кажется, что есть такая тенденция, я ее наблюдаю, что люди начинают размахиваться вот на такую ширину, говорят, о, слушайте, есть же еще вот этот аспект, и вот это, да давайте мы еще вот это включим, и вот это включим, а как же мы еще про это не рассказали? И тогда начинается вот такое, развивается такой круг. I personally believe that that's a big mistake to do this. С моей точки зрения, это большая ошибка двигаться такой. Because I think if students learn to think by going deeply, no matter what the subject is, they will then learn to be good thinkers who have good logic, who have good communication skills, good math skills, math is a tool, good language skills, and they will make it in the world because they think, they reason. С этой точки зрения гораздо важнее пойти в глубину. Когда студенты, наши школьники, обучаемые наши,
научатся логически думать, рассчитывать. Математика — это, естественно, инструмент, которым пользуются во всех этих вопросах. Они будут эффективно коммуницировать и научаясь ключевым вещам. Поверьте, в жизни они как-то разберутся и с тем, что попутно будет еще встречаться, какие-то новые проблемы будут появляться, они с ними справятся и смогут быть успешными. But it's an economics problem. Но это именно экономическая проблема. If you want more breadth, you give up some depth. Это точно такой же выбор, что если вы выбираете вот все нужно рассказать по чуть-чуть, то вы тогда отказываетесь от того, чтобы пойти в глубину как раз, о чем мы и говорим. Нельзя и то одновременно получить. If you want more depth, scarcity tells us you're never going to eliminate that problem. И ограниченность, это же ключевая экономическая проблема, говорит нам, мы никогда не избежим этого вопроса. So we'll argue over that balance, and in part we argue for very self-interested reasons for ourselves. We want our areas represented in the curriculum. И понятно, что мы будем продолжать дискутировать на эти темы, и очень часто кем-то из нас движут наши личные интересы, интересы группы людей, которые представляют определенный предмет, потому что мы хотим, вот наш предмет уж точно должен и побольше его в учебном плане, по которому изучают в школе. But if we end up putting all the areas in, I think education will suffer. Я думаю, что если в школьное образование все на свете, что только существует, попробовать пристроить, образование серьезно пострадает. But we face the same problem you face, and we argue the same way you are. И мы точно так же, как вы, сражаем, аргументируем каждый свои там подходы и так далее. Больше нравится слово «сражаем». So good luck. Успехов вам в решении этого вопроса. Но там нет Но 35 часов это очень мало. Там нету ни проблемной ситуации. Вы просто поздно начали, а у меня на каждый урок по 10 минут. Но 35 это мало. Я знаю, что по экономике это мало. Как общеобразовательно. То для финансовой грамотности 35 часов это тоже А мало. вы чувствуете вообще-то, что, я слышала разговоры, что там как будем преподавать финансовую грамотность. Да Вы нет. слышали такое? Нет. Это не мы, это... Я понимаю, а кто? Вот хотелось бы знать, это вы считаете, это правильно? Да это ерунда. Азы должны быть